Осенью 1942 года, когда весь Крым почти был оккупирован нацистами, на полуостров приезжает один из главных деятелей Третьего рейха Генрих Гиммлер. Он стремится попасть только в одно место – в древний пещерный город Мангуб-Кале. Но обстановка в то время в Крыму неспокойная, и ему настойчиво советуют не посещать эти места – слишком опасно. В это же время в Крым с особым заданием направляется экспедиция секретного общества Анненербе. В ее составе лучшие ученые и археологи Германии, которые знали, что нужно искать. У Гитлера уже был утвержден план, по которому Крым в случае победы в войне должен стать жемчужиной Третьего рейха. Крым предполагалось сделать своего рода немецкой ривьерой, где будут отдыхать ветераны войны, ветераны партии и их семьи. Вместо Симферополя на карте появился бы Гетенбург, вместо Севастополя – Теодорихсхафен, а сам полуостров носил бы название Готенланд, что означает «земля готов». Оставалось лишь найти доказательства того, что нацисты имеют на это полное право. Началась охота за крымскими сокровищами. В начале 20 века на южном берегу Крыма, рядом с Гурзуфом, молодой советский археолог Николай Репников обнаружил древние погребения. В них были найдены женские костюмы, украшения и другие предметы, принадлежавшие готам, древнегерманским племенам, жившим на территории Крыма с III века нашей эры. Оказалось, что женский костюм, сохранившийся в этих погребениях, а также орлиноголовые пряжки и фибулы, по своему внешнему виду и конструкции были сходны с теми, которые в раннем Средневековье носили женщины готов и родственных им племен на территории Европы. Готы – выходцы из Скандинавии. Они прославились тем, что сокрушили римские легионы, захватили Рим и покорили множество земель. А в Крыму они обосновались на южном берегу и Керченском полуострове. А оплотом Готии стало несколько крепостей, которые сегодня считаются туристической Меккой Крыма. Одна из них – Экси-Кермен, где до сих пор встречаются древние готические захоронения. Экси-Кермен активно изучался советскими экспедициями с 1928 по 1937 год, и очень многие материалы печатались тогда в странах Западной Европы. За несколько лет до начала Великой Отечественной войны в пещерный город Экси-Кермен даже была организована совместная советско-германская экспедиция. Немецких ученых уже тогда заинтересовали места, где, возможно, жили их предки. Но тогда немецкие ученые успели только встретиться с советскими исследователями, развернуть на Экси-Кермен масштабные раскопки им не позволили. Руководил тогда экспедицией советский академик Сергей Федорович Платонов, который по возвращению в Ленинград был обвинен в шпионаже и арестован. По этому делу пострадал не он один, многие ученые были репрессированы. Из-за роста националистических настроений в Германии поиски следов готских цивилизаций в Крыму оказались под запретом. Зато идеология нацизма зацепились за эту тему. Появился повод предъявить свои исторические права на земли далеких предков и на законных основаниях присоединить Крым к Третьему рейху. 14 июля 1942 года, 10 дней назад, пал Севастополь. Почти весь Крым занят нацистами. В этот день по труднодоступной извилистой дороге в высокогорный пещерный город Мангуб-Кале поднялась небольшая группа немцев. Среди них был глава карательных органов на оккупированных территориях Польши и СССР Людольф фон Альвенслебен. Он прибыл сюда по приказу одного из главных государственных деятелей Третьего рейха Альфреда Фраунфельда с необычной миссией. На первый взгляд она была совсем не связана с войной. Нужно было доказать готическое происхождение местной культуры, своими глазами увидеть места, где жили их далекие предки. Однако вся эта готская тематика нужна была немцам для того, чтобы оправдать планы германизации Крыма. Среди прибывших сюда в июле 42-го был еще капитан Вернер Боймельбург, который по результатам работ составил записку, которую назвал «Готы в Крыму». Эта записка была отправлена как докладная Генриху Гиммлеру, который уже давно был осведомлен, что советскими археологами в Крыму найдены следы готской цивилизации. Рапорт с Мангупа только еще раз подкрепил его грандиозные планы по переустройству Крыма после окончания войны. Отсюда должны быть выселены все народы – славяне, татары, караимы, греки. С первого же дня оккупации Крыма
Немцы установили здесь новый жесткий порядок. Была проведена перерегистрация населения для выявления коммунистов, комсомольцев, евреев. Был введен жесточайший режим регистрации. Если во время проверки в доме оказывался человек без документов, убить могли всю семью. В городах начали работать расстрельные команды. Еще в июле 1941 года Гитлер на заседании высшего военно-политического руководства нацистской Германии четко определил, что Крым должен быть очищен от постороннего населения и заселен германцами. План по замене населения Крыма на чистых арийцев принадлежал генеральному комиссару Крыма Альфреду Фраунфельду. Он предлагал переселить на полуостров 235 тысяч немцев, проживавших в Южном Тироле. Эти земли после Первой мировой войны были присоединены к Италии, но почти 90% жителей говорило там на немецком языке. Их переселение в Крым позволило бы решить давний итало-германский спор по поводу этой территории. Эта тема очень сильно понравилась Гитлеру, и он поддержал это предложение. Но самым важным с точки зрения геополитики был проект создания в Крыму мощной немецкой военной базы. Крым – родина древних германцев, а значит, нацистская Германия может делать тут все, что хочет. Чтобы оправдать эти планы, немецкому руководству нужны были веские доказательства, не просто идеи, а поддержка их людьми, на первый взгляд далекими от политики, учеными, историками и археологами. К поискам следов готской цивилизации в Крыму подключились ученые из самой влиятельной нацистской организации Общества Анненербе. Ее сотрудники занимались изучением древней германской истории и вели активный поиск предметов, связанных с наследием предков. К работе в Анненербе были привлечены самые лучшие умы страны. В 1942 году под руководством ведущего специалиста этой организации Герберта Янкуна была сформирована археологическая группа для исследований Крыма и Кавказа. Гиммлер направил команду Янкуна в Крым на Мангуб-Кале. Он хотел, чтобы сотрудники Анненербе начали там раскопки. Но Янкун был одержим другой идеей. Вместо того, чтобы искать могильники готов, он предлагал просто конфисковать у крымских музеев те уникальные находки, которые уже были сделаны советскими учеными. Сентябрь 41-го. Немецкие войска находятся на подступах к Крыму. Под постоянными налетами вражеской авиации с полуострова эвакуируют не только людей. Подальше от боевых действий стараются вывести все самое ценное из фондов музеев, картинных галерей, архивов. В один из таких сентябрьских дней директор Керченского историко-археологического музея Юлий Юльевич Марти принес из дома на работу большой фанерный чемодан, обитый черным дерматином. Туда он уложил самое ценное, а точнее бесценное, что было в музее, золотую коллекцию. Это были экспонаты, собранные на протяжении десятилетий. Чемодан обвязали ремнями, запечатали сургучными печатями и вместе с другими 18 ящиками музейных ценностей отправили в Армавир. Задержись дирекция музея еще немного в Керчи, сокровища оказались бы в руках нацистов, о которых они, конечно, знали. Ведь незадолго до войны помощник Янкуна Карл Керстен под видом журналиста побывал в Керченском музее и видел клад своими глазами, утверждая, что видел корону готской королевы Фидеи. Для нацистов эти сокровища бесследно пропали. В оккупированном Армавире команда Янкуна обнаружила лишь ящики с другими экспонатами. Чемодана с драгоценностями среди них не было. Загадочная судьба исчезнувшего клада до сих пор остается неизвестной. После неудачной охоты за золотым чемоданом Герберт Янкун поехал искать следы древних германцев на Кавказ, а в Крым отправил своего заместителя, историка и члена общества Анненербе Карла Керстена. Он должен был подготовить маршрут путешествия по Крыму для самого Гиммлера. 28 октября 1942 года Гиммлер прибыл в Крым. Для закрепления господства на завоеванных землях он вынашивал еще одну идею. Рейхсфюрер хотел создать в Крыму поселение для солдат-крестьян и посадить здесь сотни тысяч дубов и буков, чтобы воспроизвести привычный северному немцу пейзаж. Эсэсовские журналы и газеты пестрели изображениями счастливых переселенцев в Крым. В статьях писали, что там горы чередуются с морским побережьем, а в море плещутся дельфины. Склоны холмов покрывают виноградники, из которых делают сладкий шерри и мускат, а цветущие персики и абрикосы нежно трепещут лепестками на обочинах дорог. Гиммлер мечтал попасть в Мангуб-Кале, чтобы самому увидеть бывшую столицу готов.
Но этого так и не произошло. Обстановка была очень неспокойной, в горах активно действовали партизанские отряды, и Гиммлера отговорили появляться в этих опасных районах. Помимо Анненербе была еще и другая нацистская организация по изучению древних германцев – оперативный штаб Альфреда Розенберга, министра оккупированных восточных территорий. Розенберг разработал целую философскую доктрину, одним из тезисов которой было о мессианской роли Германии в возрождении западноевропейской нордической души через покорение народов, на территории которых проживали прогерманские племена. Это обеспечивало промывку мозгов широких масс населения с целью утверждения «Германия превыше всего». Розенберг вовсе не стремился к тому, чтобы сохранить исторические ценности Крыма. Это было прозаично рассчитано на то, что немцы в Крыму достаточно надолго, и предполагалось в районе Айпетри создать новую столицу Крыма с роскошными дворцами для немецкой элиты. В немецких средствах массовой информации часто писали, что нацистские ученые проводили в Крыму настоящие раскопки и сделали ряд интересных открытий. Но документальных подтверждений этому нет. Зато есть длинный список украденных, конфискованных и просто уничтоженных вещей почти из всех музеев Крыма. Сегодня коллекция Керченского музея продолжает пополняться ценными экспонатами, связанными в том числе и с цивилизацией готов. Крым таит в себе еще массу древних сокровищ. То, что здесь когда-то располагалась крымская Готия, у ученых уже не вызывает сомнений. Но куда пропали сами готы? И являются ли они предками нацистов, которые так мечтали построить на полуострове новое немецкое государство Готенланд? Красивый миф о земле далеких предков настолько захватил нацистов, что было уже неважно, куда пропали и являлись ли они в действительности их родственниками. Оставалось лишь выиграть войну. Однако история распорядилась иначе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!